Так, значит, появился я на следующий день. Тут туман, все такое. Вроде как все тихо. Зомбаков нет. Это мне даст небольшое преимущество. Кстати, радио до сих пор стоит. Ну, блин, какой оно здоровое. Ладно, пока возьму. Надо быстренько прям, бегом напиться водички. Это первое. А второе, я думаю, двигать в долину. Именно почему в долину? Потому что путь мой будет лежать в Кумырну. В Кумырне находится торговец. Ну, кстати, он здесь не один, по-моему, здесь 3 торговца прописано. Черное озеро и забыл, где еще. В общем, инфа есть в Дискорде, если что. Но я направляюсь именно в Кумырну. Это наиболее такой приближенный к берегу торговец. Дождь, что ли, собирается опять? Так, все, хорош. И я думаю, что мне туда добраться будет проще всего, без особых приключений. Так что вот как-то так. Ну а пока я тут маленечко пролутаюсь, что успею, то посмотрю. Двери пораскрыты. Но это ничего не значит. Да, пока я тут деревья трясу, что хотелось бы заметить по зомбям. Крайне мало у них хп, на мой взгляд. Сильно добавлять я бы не стал, но немного все-таки стоило. Ровно столько добавить, чтобы он убивался с одного удара топором в голову. Именно топором, а не там каким-нибудь ножом, палкой, еще чем-нибудь. Только топор. Потому что, ну, все-таки они же не такие мягкие, череп еще пробить надо на самом-то деле. И вот то, что они могут упасть буквально там от какого-то тычка в голову, это, конечно, не очень хорошо. А мне кажется, что если я 2 раза попал битой и он откис, то, в принципе, каким-нибудь боевым ножом вполне себе можно его и убить. Не очень круто. Хотелось бы как-то маленько покрепче их видеть. Так, а что это у нас тут? Что это у нас тут такое? Баллон с газом. Какой-то кастомный, что ли? Не видел такой. Большой. Средний. Да, и, кстати, надо ко сну скоро готовиться. Усталость-то у меня уже больше половины как ушла. Поэтому ветки мне нужно 100% ломать. Как-то, не знаю, делать костер. Сделал я кружок, вернулся туда же, откуда пришел практически. Ну и надо готовить ветки, я не знаю. А что делать? Придется. Хотя вообще еще терпят. Но в такой дождь я просто не хочу бежать по открытой местности, прям в долину. Что у меня по вещам? Вещи надо отжать. Уже температура вниз пошла. Да, в долину я могу и не добежать с такими мокрыми вещами. Либо надо ждать, пока дождь закончится, либо отогреваться, сушить вещи. Что мне надо сделать необходимое, это срезать кору. Это вот прям 100%, что я должен сделать. Повреждено. Ну, давай еще одну сразу. Блин, не дорезал. Сразу же, чтобы была и на потом. Они стакаются, это хорошо. Так, теперь
чувствую, что надо жечь костер. Вот этот куст вроде побольше. Кустик мы срезаем. Ножичек у нас нормальный. Палка корня вывалилась. Ну и надо хотя бы одну палочку, может, сжечь или попробовать. Да нет. Нет, надо все-таки. Надо отогреваться. Хотя бы одной палкой высушить там вещи, я не знаю. Это необходимо сделать. Вроде как даже тепловой бонус получил. А дождь все льет и льет. А мне бежать ого-го. Максимально не хочу я тратить мой последний, можно сказать, розжиг. И даже не знаю, ножа у меня осталось. Где тут он, кстати? Ну, на одно использование. Надо находить какую-то тропу. Кстати, из Орловца же есть тропа. Но она ведет не туда. Короче, решил я все-таки бежать искать тропу. Потому что без ножей я далеко не уеду. Ну и пользуясь тем, что пока идет дождь. Кстати, курочка. Да, пользуясь тем, что идет дождь. Зомби слышат хуже, и я могу спокойно подергать двери. Все завалено химсветом. Как будто им тут кто-то пользуется. Так, так, так. Солнечный. Горка, поляна. Для начала я пойду за петушком. Посмотрю, как там у него... Ёпты. Это я сейчас чуть не обосрался. А я краем глаза вижу, что-то пошевелилось. Блин. Что-то я заговорился. Надо как-то аккуратнее с этим делом. То мне один удар. Что это? Мешок маньяка. Ага, понятно. Что там мешок? Лучше утепление? Блин. А она как маска идет, я надеюсь. Если как маска, то я это оставляю. С лучшим утеплением это прям кайф. А если еще и не намокает, так вообще зашибок. Правда, шапка все портит. Ну ладно. Чё-то петушок притих. Ой, ребятки, здорово. А я не к вам. Я туда. Куда петух-то пропал? Блин, он там. А мне казалось здесь. Ладно, ща пойду туда. Это не надо. Они будут мне всю цветовую гамму сбивать. Будет некрасиво. И неудобно. Ладно, сюда еще загляну. А вдруг что? Я тут пока бегаю довольно расслабленно, я бы сказал. В плане, что не замечаю и не стараюсь замечать других игроков. Так, где-то тут квакает, крякает. Потому как, в принципе, во-первых, казалось, зомбак. Во-первых, не так уж много я потеряю. А в смысле? Вот. А во-вторых, вряд ли они здесь есть. Скорее всего, они все уже далеко-далеко, где-нибудь на севере. Блин, сейчас руки испачкаю. Ну а что делать? Что делать? Придется.
Еда все-таки. Кости сильно повреждены. Наверное, я их... Блин, брать, не брать. Да нет, не буду я брать. Если даже сделаю крючок, это все равно на один раз. Так, и мне теперь надо помыть в какой-нибудь луже руки. Это первое. Второе. Мне надо найти тропу. А тропа, походу, вот там вот, где бабушка ходит. Должна тропа уходить примерно. Примерно сейчас скажу куда. Надо только компас достать. Примерно на юг. Ну да. Да. Примерно туда и идет. А руки мне придется мыть либо в болоте, либо терпеть до долины. Я же в долину иду, правильно? Да, я иду в долину. В долине там есть речушка, там я пополню запас воды. Придется мне, правда, сейчас так открыто бежать. Опасненько. И я бегу вообще ни разу не туда, куда собирался. Бежать мне надо на юго-запад. Там находится долина. А тропа эта ведет на юго-восток. Звуки какие-то странные я слышу. Что-то упало зато. Это того стоило. Яблок тут нападало. И дождь вроде закончился. Блин, на самом деле так несуразно это. Маска выглядит. Вот на самом персонаже. Вся такая недоделанная. Но она лучшего утепления. И мне с этим надо считаться. Так, не пропустил ли я тропу? Надо мне вот в этом сарайчике как-то отжать свое шматье. Маска тоже мокнет. Но, по крайней мере, я не сильно мерзну. И это уже радует. И, наверное, все-таки руки я свои помою из котелка, если такая возможность есть. Да, есть. Вымыть руки. Надеюсь, не вся вода уйдет. Все-таки по дороге хавать фрукты надобно. Так, котелок, кстати, вот через мешок не пьет. Это нормально. О, появилось выпить. Остаточки допьем. Ну, а в долинке-то уж накипятим. Если не помрем, конечно. Да, и еще одно замечание, не замечание, заметка скорее. То, что с патчем 1.15 была... Что там? Че? Короче, была переработана система пищеварения. Она стала более долгой. И поэтому вот фрукты, которые раньше вроде как переваривались там быстро довольно и давали калорий немного, теперь дают калорий вот именно из-за этого побольше. Поэтому я рекомендую пересмотреть немножко пополнение калорий от вот этого вот всего. От фруктов, от грибов, от всего такого небольшого. Что, возможно, их стоит убавить. Питательность самих этих продуктов, так как вот я когда уже там съел эти 3 яблока, а у меня и вода, и еда до сих пор идут вверх. По-моему, это неправильно. Это слишком изи, я бы сказал. Потому что, в принципе, тогда нафига охотиться, там, нафига консервы, когда можно гонять по берегу, налутать там целые карманы яблок
и радостно бегать. Такого быть тоже не должно. А вот, кстати, значок тропы, которую я так долго ищу. И который я сейчас буду... По которой я сейчас буду искать камушки. Все чудятся мне какие-то звуки. За дождя нифига не слышу. Ну и ладненько. Тут что-то все пусто, все пусто. А вот и тропочка наша. Давай, вот первый камушек, уже есть нож. Ну и тогда уж еще один камень, потому что раз есть возможность обузить это дело, то почему бы не заняться? Как бы раз игровая механика позволяет, как бы, то чё бы и нет. Но опять-таки я рекомендую это дело поправить. Вот я нашел, к примеру, 2 камня. Один у меня был, и по идее я сейчас сделаю 2 ножа. Это неправильно. Что-то мне все мерещится звуки. Как будто тут монстра какая-то рядом. Сквозь дождь как-то доносится вот с той стороны. О! Покушенькать нападало. Вот, кстати, груши и без того, они очень много калорий добавляют. А, в принципе, если сейчас отсюда груши упадут, то есть вероятность и до полного яблока отъесться. Но они, конечно, не падают. Но все же, держу в курсе. Ну и дождина. Да. Короче, посмотрел я примерно на запад мне бежать, так как вот от края этого лесочка примерно вот так на запад, и я окажусь где-то в начале долины. Наверное, там и увидимся. Вот, добрел я до Лепки. А значит, буквально вот под горочкой у нас идет дорога. Где-то там она должна быть, по крайней мере. Либо я просто еще не дошел. Ну, что-то растет. Рыжик гнилой, что ли? Да, гнилой. Жалко. Жалко, жалко. Но мне надо спускаться к дороге. Вон, кстати, и она. Потому что, во-первых, здесь фруктовые деревья, которые мы обязательно потрясем. Во-вторых, с той стороны дороги должна протекать речушка, с которой я хочу набрать воды. Надо набрать водички, надо отогреться, просушиться и сварить мою курочку. А то мало ли вдруг она портится. Я не знаю, портятся здесь продукты или нет. Но рисковать таким деликатесом все-таки я бы не стал. Немножко я промахнулся, вышел где-то в середину. В середине долины вышел. Надо вернуться чуточку обратно. Но в принципе, вот эти домики меня вполне устраивают. Если здесь нету особо зомбаков, то... Ага, тут они как раз таки есть. Короче, мне надо перейти дорогу как-то. Набрать свою кастрюльку. И рвать куда-нибудь в дом кипятиться. Кстати, дождь не так уж и охлаждает. Вот я вроде как мокрый, бегу под дождем. А в принципе-то у меня все неплохо. О, что это, что это? Еще одно радио. Поменьше. Она Соня. Ну давай. Будем набирать говна, как я это люблю. Хоть будет за что помирать. Повреждено. Но мои не тронуты, хотя мои мокрые. Да и хрен-то с ними, я их высушу.
Кстати, обувь тоже довольно-таки медленно тратится. Но вот насчет обуви я не буду ничего говорить. О! Это надо. Вот это прям очень надо. Так. У меня что, места нет? Есть. Не надо мне тут вот этого. Так. Водичка. Вот она, родненькая. Ну, давай, набирайся. Ну. Ну, давай. Пожалуйста. Заполнить. Хорош. Крайние домики я тоже взгляну, пожалуй, пока есть возможность. Пончо. Берем. Пончо — это хорошо. Бабуля стоит сзади дома. Это не очень хорошо. Туда я как-то не очень хочу. Блин, вот деревья бы, ну ладно, не будем жадничать. То я помню, чем может закончиться такая жадность. Да, прям по дороге, давай, беги. Чё бы нет, мы ж бессмертные. Красавец такой. Хотя я на самом деле не думаю, что здесь прям кто-то будет. Опять-таки, потому что игроков мало, это раз. Второе, потому что идет довольно сильный дождь, и кепка сюда вряд ли добежит, это два. И потому что те, кто сейчас играют, скорее всего, уже залутаны и где-нибудь там в районе военок, либо сейф-зоны толпятся, это три. Думаю, как-то так. Джинсовочка. Низкого утепления хреново, но я вот тут слышал. Курочка кудахчет. Надо бы это дело проверить. Точило. Вот это сейчас опасно было. Что-то я как-то уже и передумал тут костер жечь. Хорошо, что сразу не стал делать. То меня могли и навестить. Нетронутые кости надо брать. А чё, один кусочек всего выпал? Да ладно. Обида. Кость моя, кстати, до сих пор валяется. Это я ее здесь выкинул. Хотя прошло времени-то ого-го с того момента на самом-то деле. Это странно. Либо не было рестартов с того момента, хотя это действительно странно, очень странно. Потому что прошло времени-то больше суток. Либо... Так, куртку скинуть. Ну, либо, не знаю, либо лишь рестарты. Это я удачно зашел. Что-то я вообще по сторонам не смотрю. Блин, то на челиков чуть не выскочил, то теперь пошел ручки помыть. Где 3 зомбака сидят. Удачные места выбираю. Так, а теперь у меня создается вопрос. Где же мне жариться, вариться? Надо какой-то отдаленный дом искать, по идее. У дороги как-то уже не хочется. Выбрал я, короче, домик. Наверное, пойду вон туда. Конечно, такое себе местечко. О,
яблочки. Но он наиболее как-то в отдалении, что ли, находится. И у него всего одна дверь. Хотя это мне не особо поможет. Потому что челики, наверное, со стволами, как минимум. И, сдается мне, разговаривать они со мной не будут. Ну, хотя, может, я зря так говорю. И тут добрые, хорошие люди. Повреждено, но я сухой одену. Ну и сейчас буду готовить жрачку. Ну что же, отоспался я до максимально возможного предела днем. Это 76%. Теперь, пожалуй, буду кушать. Хотя, наверное, я перебегу сначала в другой дом, а потом уже буду кушать. А то тут костер горит, тратить воду залить не хочу. А в доме с костром находиться опасно. Ну и как поем, двину, скорее всего, в Шаховку. Возможно, даже не заходя в долину. Уж больно, как оказалось, проездной город. Я посмотрел, дорога действительно хорошая. И если те люди поедут обратно, то, возможно, даже по этой же дороге. Ну вот, нашел себе такое вот укрытие. Хотя бы не в доме, и ладно. Надо сейчас перекусить. И, конечно, опять идет дождь. Такое ощущение, что дождь тут бесконечный. Подумал я, что все-таки стоит попытаться как-то проникнуть к полицейскому участку. Все-таки надо уже находить какое-то оружие. Ну или какие-то вещи более ценные, что ли. А потом двигать, наверное, в Шаховку. Почему не хочу идти в старое? Да просто потому, что в старое очень хорошая дорога идет, по которой могут частенько ездить в ту же Кумырну. Как вот, например, через долину. Через долину идет довольно ровная дорога, там, по береговой линии. И, скорее всего, поэтому машину я и увидел. Хотя, на самом деле, мне на людей везет. Не так давно, именно в прошлом сезоне, я умудрился встретить 2 человек. Хотя на сервере в тот момент находилось 4. Это надо обладать каким-то особым талантом. Ну ладно. Буду двигать куда-нибудь полицайки. Так, вот лежат запчасти. Как я понимаю, мне их надо брать. Потому что из них крафтится вроде бы как нож какой-то там самодельный. Но, насколько я помню, коробок нужно 2. Ну и вообще самодельные всякие штуки из них крафтятся. Так что надо собирать. Тем более, пока место позволяет. Уже вроде как началась та самая долина. Но через саму деревню я не побегу. Я обойду ее с краешку. Во-первых, потому что дождик закончился. И меня уже зомби будут слышать прекрасно. А во-вторых, потому что самой целью является у меня только полицайка. И, в принципе, ничего больше мне не надо. Не, ну, конечно, так бы было неплохо, конечно, залутать побольше. Если бы у меня был 1 000 000 часов свободного времени, ползания на корточках, то да. Но пока что у меня его нет. А по-другому, лично для меня, вариантов нету. Потому как оружие я до сих пор не нашел, ну кроме вот этой вот биты самой. Кстати, я вроде как полистал, там почитал, ничего не нашел. По тому поводу, что... Вот он уже меня заметил. По тому поводу, что там получаешь какие-то агенты при ударе битой, без масок, без перчатки. Но если я их не нашел, это не значит, что этого нет.
Так что пока будем с этим аккуратно. Кстати, сегодня неожиданно большой онлайн. Аж 11 человек на данный момент играет. Это действует, точнее, это делает мое приключение еще более опасным. Все-таки долина, городочек-то такой проходной. Довольно-таки. Ну, по крайней мере, на других проектах он уже довольно-таки не прям тировый, но все-таки уже не берег. А как ты здесь опять-то оказался? Ты ж только что ушел. Вот, начинается вот эта беготня туда-обратно. Опять сидеть. И пока я тут сижу, сразу скажу, что содержание серий, так скажем, я буду немножко менять. Потому как все события тут прям очень растянуты вот из-за такого геймплея. Что я банально не могу передвигаться там как-то быстрее. Из-за того, что просто сдохну иначе. У меня нет медицины, нет оружия, вообще ничего нет. И я не могу себе позволить как-то даже столкнуться с зомбарями. Поэтому, наверное, вот эту серию я еще поползаю. Вот он опять. Опять он бегает там. Очень сильно ускоренные зомбаки. Но я не говорю, что это плохо. Мне этот момент нравится, что они опасные. Да, так о чем это я говорил? О том, что буду менять немножко содержание. Вот. Пока я здесь поползаю, опять-таки покажу, как я варю груши в котелке и прочую. Вообще не дает мне выйти. А следующую серию я уже как-то буду подрезать. Выбирать. Не знаю, сколько часов игры уйдет на то, чтобы сделать даже получасовую серию. Но, по крайней мере, постараюсь сделать как-то больше событий, что ли. Ну и как-то так. Потому что даже я понимаю, что вот смотреть на подобное довольно-таки скучненько. Надо как-то что-то делать. Наконец-то я перебрался эту речку. Пойду потихонечку к полицайке. Ну и двери, конечно, вот это тоже очень сильно замедляют. Что это за копыта? А, это мешок вообще. Ну, мешок я возьму. Небольшой мешок. Так, а зачем он? Типа из него можно вообще что-то сделать. Хотя, по-моему, 3 палки надо на рюкзак. Так что пока не буду пробовать. Вроде как я читал, что эти мешки какие-то то ли забагованные, то ли были забагованные. Короче, из них вещи выпадают. Или пропадают. У кого как. О! Ботиночки. Мои, кстати, до сих пор вообще не тронуты. Хотя пробегал-то я нормально так. О! А вот это надо. Это прям очень надо. Заштопаю, пожалуй, даже бушлат. Будет он маленько потеплее. Так. Так. Хорошо, кстати, у меня же есть веревка. Делать сумку. Давай делать. А чё бы и нет. Тогда надо сейчас сломать палку. Правда, место я для этого выбрал, конечно, такое себе. Так. Там точно 3 палки, может 2? Нет, все-таки 3 палки. Ладненько. 3 так 3. Тогда, возможно, я и руки освобожу, что хорошо. Вот и готов рюкзачок. Сюда я сложу все, что мне не надо на данный момент.
И, наверное, самое ценное тоже. Самое ценное, поди-ка, это мой котелочек только. Кстати, что заметил, рюкзак, чтобы посмотреть, нужно снимать. Вот это прям очень хорошо. Это мне нравится. Эта механика есть не у всех, далеко не на всех серверах, даже на хардкорных. И механика очень правильная, я считаю. Да, мой любимый друг даже здесь меня нашел. По-моему, от него пора избавляться. Меня преследуют просто по всей деревне. И что-то надо с этим делать. Придется использовать более тяжелые аргументы. Хотя вот он уже побежал куда-то. Ну, сейчас вернется. Постой хоть на месте. Тихо ты. Тихо, тихо. Я знаю, что ты можешь достать. На тебе. Сейчас бы болячку какую-нибудь не получить. По-моему, по голове я ему не попал. Опять не попал по голове. Это плохо, плохо. Ну вот, 3 удара по корпусу. Тоже, в принципе, вопрос решают. Ну, как я уже говорил, это маленько неправильно, как мне кажется. Надо этот момент редактировать. Надо, чтобы они умирали только с удара топора в голову. А походу я теперь еще и отсюда не уйду. Ладно, поем груш пока. Да, если эта серия выйдет позже, чем обычно, то сразу будет понятно почему. Помимо того, что геймплей затянут искусственно с помощью вот этих дверей, так еще и вот эти вот граждане не дают спокойно жить. Но если с ними я готов мириться, то опять-таки категорически хочу посоветовать избавиться от данного мода на двери. Мне кажется, он не просто замедляет игру, а даже... Что такое? Казалось, что ли? Даже отталкивает потенциальных игроков. Потому что такой вялый, так скажем, геймплей не каждому под силу. Я не говорю, что надо упрощать механики, но все-таки вот этот момент стоит обдумать еще раз. Ого. А я смотрю, там рюкзачок мой гуляет. Блин, а я только что свой сделал, веревку на него извел. Хотелось бы мне его заполучить. Правда, тут столько граждан непрошенных, то как бы сначала с ними надо что-то сделать. Какова вероятность, что я успею пробежать? Маленькая, если честно. Бежать-то мне далеко. Тем более он в ту же сторону идет. А бабка, походу, уже ушла куда-то, да? Где она? Это наш знакомый старый. Это не он. А бабка вообще пропала. Тогда и смысл бегать. Если только придется. Если он меня заметит, тогда побегу. Дед в ушанке меня увидел. Ладно, постучим. Но это скоростной дед. Навряд ли он прям успокоится. Вот еще один. Пожалуйста. Так, по одному попали. Теперь еще один. И кто
что тут еще под боком у меня? О, получил, достал-таки. Ну, вроде иммунитет сделал свое дело. Только здоровье маленько отнялось, в принципе. Хорошо. Иммунитет не дал заболеть. Надо аккуратнее теперь. Слишком близко подошел к окну. И он таки дотянулся. Но это, кстати говоря, тоже правильная механика. Все-таки раз ты имеешь место бить сквозь окна, то почему и зомби не могут? По-моему, справедливо. Ну вот, я вижу магазин. Значит, полицайка уже довольно близко. О, игрушка. Пойдет. Ну, я тут задержался маленько в домиках, пока тут просмотрел, побегал, ничего хорошего не нашел. Кстати, трекинговые неплохие ботинки, но уж больно они рваные. Что-то валяется. Ножны. А как вас взять-то? Вы просто ножны? Или в них что-то есть? Типа катаны, может быть, нет? Ну, не знаю, я пока возьму. Не уверен я, что это прям оружие. Но выглядит как оружие. Хотя, может, они просто пустые, и ими бьешь как палкой. Надо будет этот момент тоже проверить. Так. Какие у нас планы далее? Там кто-то активно хрипит. Я вижу, там кто-то живет, так что мы пойдем туда. А полицайка, по-моему, как раз вот в этом дворике. И нам, как это ни грустно, придется туда зайти. Поэтому, наверное, стоит маленько пошуметь, похлопать дверьми, так сказать. Пригласить их в этот угол карты. А сами потом тихонечко отправимся в тот. Такой план. Так, мадам пришла. Как она орет прям. Давай мы тебе проверим эти ножны. Так. Ну, удар довольно слабый, как на вид. Так. Но убить ими можно, и в принципе это неплохо. Уже неплохо. Хотя ударов потребовалось побольше. Честно говоря, выглядит как обычная палка. Вот по ощущениям. А вот те граждане как-то не торопятся выходить, как будто они там закрыты. И это меня наводит на некоторые неприятные подозрения. Так, по-моему, сейчас тот самый момент, когда стоит заходить. Ну или попытаться. А еще тут есть колонка, кстати, в которой я не хотел ходить. Коробка резиновых патронов берем. Здесь даже резиновые патроны могут упростить жизнь. Так, кастрюлька. Кастрюлька. Давай-ка кастрюльку на горячий слот будет работать. Нет, кастрюлька так не работает. Ладно. С кастрюлькой вопросы решим потом. Сейчас основная задача тут не задерживаться. И главное, чтобы тут меня никто не ждал. Так что, наверное, стоит взять в руки биту. Хоть что-то.
Хотелось бы на самом деле посмотреть, что за лут может спавниться в полицайке. Все-таки здесь спаун лута изменен. А раньше, допустим, тут можно было вполне себе найти какую-нибудь помпу. Или глок. Или жилет. Но похоже, что тут я ничего не найду. О, револьвер. Не то чтобы он мне очень нужен, но я заберу. А то мало ли, вдруг сюда придет кто-то, у кого есть эти патроны. Потом вот рассказывай ему, что у тебя стрелять нечем. Лучше заберу, а если не надо, выкину где-нибудь в кустах. Так, ну и что же, из конца долины мне надо идти на запад, чтобы прийти в Шаховку. Это стало быть вот туда. Может быть, чуть-чуть южнее, вот туда вот примерно. Ну и надо отсюда уходить. Все-таки залутал я тут довольно много, нашел довольно мало. И пора отсюда сваливать. Городок так себе. Ну, в общем-то, остальную часть деревни я пробежал даже без каких-либо приключений. О, череп. Такие дела. Возьмем. Я помню. Кости? Что тут происходило? Маленькая косточка, но маленькую возьму. Ладно, давай большую возьму, потом посмотрю. Может быть, крафт какой-то есть. Большой баллон. Хочу зеленый вместо синего. Где у меня синий? Он у меня в рюкзаке. Зеленый ни разу не видел. Вдруг он лучше чем-то. Хотя вряд ли. Ну и с черепом я крафт точно видел. С черепом он есть. Там какая-то дубинка. Надо будет посмотреть, как он делается. Наверное, двину я все-таки в Шаховку. Ну ладно, зайду еще вон в тот домик. Потому что вот эти дома я пробежал вообще идеально. Рядом с ними зомбей даже не было. Вдруг и здесь нет. Всякое ж бывает. Опять начинается гроза. Ну, я уже начинаю привыкать к этому явлению. Без дождя ни одного дня не проходит. Я еще солнца, можно сказать, и не видел ни разу. Такие дела. Как вариант, конечно, побежать по этой дороге. Но на ПВП бегать по дорогам — это такое себе. Так, поляна старая. Ни туда, ни туда мне не надо. Что-то это мне не нравится. Дорога ведет на запад. Все правильно. А, ну она уходит вперед, потом поворачивает и уходит на север. Да, это дорога на поляну. А мне бежать не туда, а вот как раз таки... Так, мне не туда точно. Мне бежать вот так примерно. Туда и побегу. Да, уже изрядно я замерз. Придется даже поспринтить немножко, чтобы поднять температуру тела. И бежать к сараю, видимо. А вот, кстати, уже и дома. Возможно, даже это уже и Шаховка, кстати говоря. Если да, то это прям я удачно зашел. Наверное, надо как-то греться, жариться, вариться. Хотя у меня всего там пара фруктиков. Что это? Сухарь. Пойдет. На перекус хватит. Как-то немного неясно, пока то ли я уже за нее зашел, то ли еще не дошел. Но, похоже, здесь моя остановка. И здесь я буду греться. Довольно удаленный участок. Вот,
Кстати, может быть, тут грибочки растут. Где-нибудь. Надо просмотреть это дело. Так, что, нет? Нет, ничего. Не наросли пока. Ну, ладненько. Здесь отогреваюсь, а там уже буду смотреть, где я не там повернул.